Здравствуйте, друзья! Намасте! Это канал India Magic TV. С вами снова я, Олег. И это 70-й фильм моего индийского видеоблога. Я в священном мистическом городе Вриндаване еду на своем любимом индийском велосипеде по узким улочкам этого необычного города. Когда я попадаю в эти узкие переулки старого Вриндавана, то кажется, что я перенесся назад во времени на несколько сотен лет, и сейчас откроется одна из деревянных дверей в какой-нибудь стене из красного песчаника, и мне навстречу выйдет один из просветленных древних индийских магов. И это на самом деле недалеко от истины. Здесь, в окрестностях Вриндавана, жил удивительный древний святой, один из величайших йогов в истории Индии, в ашрам которого, расположенный в 6 километрах от Вриндавана, я сейчас и еду на своем велосипеде. Святого звали Брахма Риши Йоградж Шри Девраха Баба, или просто Девраха Баба. Совсем недавно, по историческим меркам, 19 июня 1990 года Девраха Баба покинул свое тело. Никто не знает точно, сколько лет было ему в этот момент. Жители Вриндавана утверждают, что ему было не менее 250 лет. Жизнь Девраха Баба окутана покровом тайны. По версиям различных источников, сроки его пребывания в теле обсуждаются от 150 до 2200 лет. Святого называли вечным йогом. Девраха Баба был мастером одного из видов йоги, которая называется кичари-йога. Через эту практику он достиг контроля над временем своей смерти. К нему приезжали на поклон люди со всех уголков Индии. Его посещали Индира и Раджив Ганди, министры, святые йоги, священники, богатые и бедные люди. Еще первый президент Индии Раджендра Прасад свидетельствовал о преклонном возрасте йога. Президент сказал, что сам лично может подтвердить по крайней мере 150 лет его жизни. Присутствие Девраха Баба зафиксировано на 12 главных праздников Маха Кумбхамела в Индии, проходящих раз в 12 лет. Адвокат Аллахабадского суда установил, что 7 поколений его семейства сидели у ног Девраха Баба. В жизни Девраха Баба был аскетом. Говорят, что он пил только молоко и воду из реки Ямуна. Он ходил мыться на реку, там он окунался в воду на долгое время. Еще его видели, как он парит над Ямуной. Он завещал, чтобы после его смерти тело поместили в деревянный ящик и опустили в реку. Когда он умер, все так и сделали. После того, как ящик достали, он был пуст. Баба просто растворился в воде. Итак, друзья, мы с вами едем на моем велосипеде по направлению к ашраму Девраха Баба. Скоро я проеду вот этот район с узкими улочками старого Вриндавана и попаду на Парикрам-марг, дорогу, которая идет по кольцу вокруг всего города. А пока мне приходится здесь как-то вот так разъезжаться со встречными велосипедистами и случайными обезьянами. А вот в этом районе Вриндавана, недалеко от понтонного моста, всегда почему-то собирается много индийских садху. Возможно, потому что здесь недалеко находится одна из святынь Вриндавана – Кеши-Гхат. Это место, где, по преданию, молодой Кришна убил злого демона Кеши, который терроризировал жителей Вриндавана. Я выехал на Парикрам-марг или на Парикрамную дорогу. Это кольцевая дорога, которая идет по окружности вокруг всего города. Название этой дороги произошло от слова «парикрама». В традиции индуизма слово «парикрама» означает обход какого-либо святого места по часовой стрелке. Это может быть храм, статуя божества или священное дерево, или даже целый священный город, вот как здесь. Длина окружности парикрамной дороги примерно 10 километров. И множество паломников, посещающих Вриндаван, считают своим долгом несколько раз пройти вокруг Вриндавана по этой дороге. Здесь это называется «идти парикраму». Если вы увидите группы людей, идущих босиком по этой дороге, это не значит, что это нищие и им не на что купить обувь. Нет, это люди, которые идут парикраму. На самом деле это могут быть достаточно состоятельные люди, бизнесмены, чиновники. Я видел даже полицейских, которые шли парикраму.
Я довольно часто катаюсь на велосипеде по этой дороге вокруг Вриндавана. Особенно мне нравится вот эта ее часть, по которой я еду сейчас. Это участок дороги, который фактически идет параллельно реке Ямуна. На этом участке сравнительно мало транспорта, и поэтому хорошо кататься на велосипеде. Позже парикрамная дорога сворачивает вглубь Вриндавана, потому что Вриндаван разросся за пределы этой дороги. И на том участке, где дорога идет в глубине Вриндавана, уже много машин, мотоциклов, велосипедистов и прочего транспорта. Вот я сейчас еду по часовой стрелке вокруг Вриндавана, а река Ямуна слева от меня. Видите, впереди выезжает белая машина. Это поворот на понтонный мост через Ямуну. Понтонный мост очень удобен потому, что, проехав по нему, я срезаю приличное расстояние. Это вид на Вриндаван со спутника. Начал я свое движение вот здесь, около Калия-Гхат. Дальше я выехал сюда. Вот эта парикрамная дорога идет. Она идет вдоль Ямуны. И вот он, друзья, Девраха-Баба Ашрам на другом берегу реки. Чтобы добраться до понтонного моста, мне нужно проехать немного здесь по грунтовой дороге. Проблема этого моста в том, что его периодически смывает и уносит в дождливый сезон, когда река разливается. Но частная компания, которой принадлежит этот мост, отстраивает его каждый раз заново. Потому что, уж очень удобно, когда этот мост есть. Видимо, та же компания и построила вот эту грунтовую дорогу к мосту. Дорога идет вдоль реки, и ехать по ней очень приятно. Сейчас я поворачиваю, и будет уже понтонный мост. Мост этот частный, и поэтому проезд по нему платный, но, конечно же, недорогой. Вроде бы для автомобилей проезд стоит 10 рупий, а с меня берут 5 рупий вот на велосипеде. Вот они, веселые работники индийского понтонного моста. Наверное, здесь, чтобы брать деньги с проезжающих автомобилей, достаточно и одного человека. Но у них тут целая веселая компания. Я отдал 5 рупий и спокойно еду дальше. Это уже заезд на мост. Сверху мост выложен какими-то бревнами или досками, в общем, что-то деревянное. Сейчас вот здесь слева под мостом хорошо видны понтоны. Такие большие металлические цистерны, которые плавают в реке. Велосипед здесь на этих бревнах сильно трясет, но мой стабилизатор изображения в камере достаточно хорошо с этим справляется. Для съемок с велосипеда я использую миниатюрную экшн-камеру Polaroid. Звук она записывает очень плохо, тем более, когда она закреплена на велосипеде, там вместо звука записывается просто такое дребезжание, потому что камера закреплена на руле. Но вот с записью видео и с удалением тряски на велосипеде она справляется неплохо. Сейчас я выеду на нормальную асфальтированную дорогу, друзья, и меня поджидает на этой дороге настоящий шок. Я встретил совершенно голого мужчину, который шел очень спокойно, никого не стесняясь, по асфальту, под солнышком. Жителей Вриндавана это не шокирует, потому что здесь часто встречаются такие отшельники, которые отказываются от всего, даже от одежды. Называются они на санскрите Нага-Баба, то есть обнаженный монах. Я думаю, что слово «нагой» и «нагота» в русском языке произошло именно от санскритского «нага». В славянских языках, русском, украинском, белорусском очень много практически одинаковых с санскритом слов. А сейчас, друзья, внимательно смотрите на дорогу. По правой обочине навстречу мне идет этот обнаженный человек. Честно говоря, я сначала чуть было не упал с велосипеда. Уж не знаю, куда держит путь этот обнаженный отшельник, а мы едем дальше в ашрам Девраха-Баба. Кстати, в самом центре Вриндавана, на парикрамной дороге под одним деревом, тоже долгое время жил пожилой Нага-Баба. Многие из тех, кто постоянно приезжает во Вриндаван, помнят этого человека, но последние пару лет его не видно, говорят, что этот дедушка покинул тело.
Как видите, друзья, я свернул еще раз на еще одну проселочную дорогу. Это как раз та дорога, которая уже ведет непосредственно в ашрам Девраха Баба. Первый раз по этой дороге я шел пешком, и мне, друзья, вспомнилась сказка «Волшебник изумрудного города». Там девочка Элли попала в волшебную страну, нашла там себе друзей, и они шли вот по такой похожей дороге, вымощенной желтым кирпичом, к волшебнику. И я тоже, друзья, еду по волшебной стране, по дороге, вымощенной желтым кирпичом, чтобы поклониться жившему здесь когда-то великому волшебнику. Разница только в том, что волшебник Гудвин, как вы помните, был волшебником фальшивым, а Девраха Баба был волшебником настоящим. Вокруг бескрайние индийские поля, людей не видно, свежий воздух и поют птицы. На велосипеде, конечно, ехать сюда быстро. Когда-то я первый раз пришел сюда пешком, тогда у меня половина дня ушла на посещение ашрама. Однако есть способ из Вриндавана попасть сюда очень быстро, без всяких велосипедов или рикш. Нужно просто в одном месте подойти к реке и там на лодке переправиться на другую сторону. В этом месте всегда дежурит лодка с лодочником. Пока мы с вами едем по волшебной дороге среди бескрайних индийских полей, я еще немного расскажу вам о Девраха Баба. Баба жил в хижине, которая представляла собой платформу, поднятую над землей на шестах. Такое своеобразное бунгало индийского аскета называется манч. Девраха Баба никогда не позволял людям дотрагиваться до него. Считалось, что его энергия настолько сильна, что может убить неподготовленного человека. Иногда старец опускал ногу с платформы и ставил ее на голову посетителю. Так он благословлял. Однажды святого посетил Махатма Ганди. Во время разговора Девраха сказал Ганди: «Не езди в Дели». «Я не могу», — возразил Ганди. «Там будет большой митинг, и меня ждут тысячи людей». «Тогда возьми одеяло и никогда с ним не расставайся». С этими словами Девраха Баба кинул ему свое старое одеяло. Ганди всегда носил одеяло с собой, но перед выступлением забыл его в машине. Во время митинга Махатму застрелили. Иногда Девраха Баба ходил на реку Ямуну, как он сам говорил, помыться, и там исчезал под водой на несколько часов. Иногда люди видели, как йогин ходил по воде. Девраха любил реку и говорил, что он дитя Ямуны. В конце 80-х годов Девраха Бабу посетили советские журналисты, и репортаж о нем был показан в популярной тогда программе «Взгляд». В числе прочего, Баба благословил корреспондента, поставив ему ногу на голову, и сказал, что дает благословление всему русскому народу. Он добавил, что русским придется еще пострадать, но все это будет к лучшему. Однажды к старцу приехала команда западных исследователей и журналистов, которые изучали индийских йогов и садху. Один из ученых спросил Девраха, сколько ему лет. Баба только улыбнулся в ответ. Тогда исследователь попросил йогина дать им прядь своих волос для исследования в лаборатории. Путем анализа можно было выяснить возраст Девраха Баба. Анализ показал, что волосы принадлежали 5-летнему ребенку. Иногда Девраха Баба уходил далеко в Гималаи. Он позволял своим преданным сопровождать его только до города Ришикеша. Куда он шел дальше, один никто не знал. На большом религиозном фестивале Маха-Кумбх-Мела йога видели одновременно в разных местах. Когда йогин умирал, у него отскочила верхушка черепа. Это происходит с сильными йогами, когда их жизненная сила покидает тело, устремляясь прямо вверх. По его завету тело Девраха Бабы поместили в деревянную клеть, которую опустили в воды Ямуны. Когда по прошествии нескольких часов клеть вытащили, она была пуста. Святой растворил свое тело в воде. Перед уходом он сказал: «Без физического тела я смогу помочь вам даже лучше». Шри Девраха Баба считается духовным наставником Индиры Ганди. В XIX веке его учеником был английский принц Иммануил. Портрет Шри Девраха есть в Королевском дворце в Великобритании. Сейчас ашрамом Девраха Баба руководят двое его учеников. Также здесь уже более 10 лет живет Кеша Дас, немецкий последователь Девраха Баба. Хижина на сваях, в которой жил святой, сохранилась до наших дней, и скоро мы на нее посмотрим.
Скоро я уже приеду в ашрам Девра Хабаба. Вон там справа, впереди по дороге сидят какие-то люди. Наконец-то я встретил хоть каких-то людей в этой пустынной местности. Люди мне помахали, поздоровались. Интересно, что индийцы всегда здороваются и всегда улыбаются. А вот и ворота ашрама. Здесь тоже немноголюдно и тихо, на самом деле отличное место. Если вы устали от шума и суеты города, вы можете сюда приехать, снять комнату и пожить несколько дней. Я сейчас еду по дорожкам на территории ашрама, мне нужно найти место, где как раз и находится вот эта хижина Девра Хабабы. Хижина находится на огражденной территории, я там припаркуюсь, поставлю свой велосипед, возьму большую видеокамеру и пойду с ней прогуляюсь. Вот это место, я сейчас еду медленно, ищу, где бы мне поставить велосипед. Поставлю-ка я его около этого дерева баньяна. Первое, что я увидел, это настоящий красивый индийский павлин на дереве. Но он, к сожалению, нам показал только свой хвост. Это как раз вот огражденная территория, где и располагается хижина, в которой жил Девра Хабаба. Здесь все спокойно, умиротворенно. Очень тепло сейчас на улице. Вон там на поляне сидят европейцы. Возможно, они живут здесь в ашраме какое-то время. Здесь в ветвях баньянового дерева сделаны какие-то статуи, так называемые мурти. А это как раз дорога к той самой хижине на сваях, в которой жил Девра Хабаба. Судя по рассказам о нем, конечно же, он не провел здесь безвыездно все сотни лет своей жизни. Но определенно это было его излюбленное место. Как я понял, вот это то, что вы сейчас видите, не настоящая хижина Девра Хабаба, это как бы макет ее. Настоящая хижина находится здесь рядом, чуть в стороне, я вам ее покажу. Здесь много фотографий и изображений самого святого и каких-то других людей, видимо, его последователей. А это мурти самого Девра Хабаба. Если здесь слева подняться по мраморным ступенькам в башенку, то в этой башенке мы увидим, как я понял, настоящую хижину Девра Хабаба. Для жителей и паломников ашрама это самое священное место. Я видел, как они поднимаются сюда, чтобы поклониться Девра Хабаба. Я сейчас тоже поднимусь сюда и сделаю небольшую парикраму, то есть несколько раз обойду по часовой стрелке хижину отшельника. На входе стоит ящичек для подаяний, вы можете опустить сюда пару рупий. С кольцевого балкончика башенки открывается красивый вид на реку Ямуну. И по этому балкончику можно походить вокруг хижины, которая находится вот здесь, в застекленной комнате, помедитировать, подумать о Девра Хабаба и попросить его благословения. Вот такой вид на реку открывается с балкона. Именно в этом месте под стенами башенки и находится лодочная переправа. Если вам лень проделывать тот путь, который проехал я сегодня, вы можете здесь быстро перебраться на другую сторону реки. Придется просто заплатить лодочнику. Сколько стоит переправа, я не знаю, я ни разу ею не пользовался, потому что у меня есть велосипед. А это Вриндаван на другом берегу реки. Застекленная комната в это время закрыта для посещений, поэтому давайте просто посмотрим через стекло.
На входе здесь стоят мои сандали, потому что в это место надо заходить без обуви, а это мой белый велосипед. Прежде чем сесть на него и уехать назад во Вриндаван, я здесь немного похожу. Слева какие-то здания, вероятно, это жилые помещения ашрама. Зверушки совершенно не пуганые. Смотрите, он бежит прямо на меня. Веселый, почти ручной индийский бурундучок. В лесу вокруг Владивостока у нас тоже много таких зверушек, но они не настолько смелые. Сейчас я сяду на мой Firefox Sniper, установлю на нем видеокамеру и поеду обратно во Вриндаван. Прежде чем отправиться в обратную дорогу, я немного поколесил по улицам ашрама. Мне еще не хотелось расставаться с Девраха Баба. Напомню вам, дорогие друзья, что с вами был Олег из Индии, или Мистер Шанти, как меня почему-то называют мои индийские друзья. Вы посмотрели 70-й юбилейный выпуск моего индийского видеоблога, повествующего об одном из моих ежегодных посещений загадочной и интересной страны Индии в начале 2017 года. Вы можете подписаться на канал India Magic TV, чтобы не пропустить момента выхода нового фильма. Я с вами прощаюсь до следующего выпуска, но ролик я заканчивать на этом моменте не буду. Если вам, как и мне, не хочется расставаться с Индией, то вы можете еще какое-то время посмотреть его, но я уже ничего говорить не буду.